Посмотрел Wednesday на английском, и что я вообще об этом думаю? Поехали. Этот ролик получится небольшой, я просто хочу вам поделиться тем, что я посмотрел, я никогда вообще не смотрел до этого Wednesday, и я решил посмотреть на английском. Этот ролик получится такой небольшой, я просто хочу поделиться, что я посмотрел Wednesday на английском. Никогда не смотрел Wednesday, и вообще для меня это был, можно сказать, так первый опыт. Потому что я до этого только смотрел из таких именно больших взрослых сериалов, ну, имеется в виду не детские мультики. Я смотрел только Оби-Ван Кеноби на английском, с субтитрами английскими, но я смотрел, то есть я его уже смотрел, я уже плюс-минус понимал, о чем речь идет. А тут я вообще не знал, то есть я пока не начал смотреть, я даже не знал о чем, ну, какой там, можно сказать, жанр. Так что, и какой вообще результат я из этого увидел? На самом деле, вот я изучаю английский 8 месяцев, вот следующий ролик выйдет про то, типа, какие результаты у меня по английскому за 8 месяцев, и просто вкратце, с чего нужно делать, чтобы вот такие же результаты или лучше добиться, как у меня. Сразу скажу, это будет такой последний ролик, то есть, да, я опять же, у меня там несколько роликов выходило на моем YouTube канале уже, про то, как я изучаю английский, именно где рассказываю, каких я результатов добился. Но вот это будет такой последний, сказать. Больше не буду доить эту тему, ну только, может, на год выпущу про результаты свои. Ну, не суть. Вообще, что я вообще кину, насколько я понял весь сюжет? Я смог понять сюжет на процентов 60 точно. Я прям, ну, типа, я, понятное дело, мог не понимать все там слова, предложения какие-то, но основную суть я всегда понимал, и на самом деле, вот, я как смотрел? Я смотрел каждый день по одной серии, и только в последний день я посмотрел 7-ю и 8-ю серию. И вот, наверное, до 5-й, то есть 5-я серия включительно, мне нужно было минут 5-10 плюс-минус, чтобы адаптироваться к субтитрам. После того, как я адаптировался к субтитрам, мне все, я вообще с кайфом смотрел. А вот когда уже я смотрел 6-ю серию, 7-ю, 8-ю, мне уже почти не надо было адаптироваться к субтитрам. Типа я сразу же начинал, там, может, минутка прошла, и уже все. Вклинился в сюжет, в скорость субтитров, и вообще кайф. На самом деле я получил кучу эмоций, это на самом деле настолько классно. И, ну, то есть, я вот в конце, давайте так скажу, я после того, как посмотрел Wednesday, ну, я сейчас сегодня или завтра начну второй сезон смотреть. И вот, когда я досмотрел первый сезон, я решил посмотреть, как вообще звучит русская озвучка. И вот я уже смотрел ее, ну, не имеется в виду, я просто смотрел, как звучит русская озвучка, когда посмотрел первую серию. И тогда для меня уже было такое себе. А сейчас я понял, что это, ну, ужас. Не потому что там как-то плохо играли, а потому что настолько я привык к английской озвучке, к оригинальной озвучке. И то есть даже вот, знаете, замечаю иногда слова, которые, и прям, знаете, из-за того, что я настолько привык к английской озвучке оригинальной, что я уже даже иногда стал замечать, как, типа, вот, иногда слова прям не попадают, типа, в открытие рта, то есть иногда вот там, ну, какие-то маленькие, но иногда я видел, я замечал моменты, и на самом деле настолько прикольно с английской озвучкой смотреть, то, что для меня сейчас русская озвучка что такое себе. Ну, в общем, вывод такой, что мне очень понравилось, это вообще кайф, я вообще кайфую, и теперь все фильмы, сериалы буду смотреть с английской озвучкой, ну, только пересматривать, если какие-то фильмы там, могу с русской, но все новые, да, то есть с английской. Вот уже, как вы знаете, наверняка многие, вышел фильм Backrooms, и я буду его смотреть на английском. И, в принципе, да, им поделился новостью, и хочу еще сказать, просто такое. Это, говорю, получится такой мини-достаточно ролик, вообще достаточно мини-ролик, но я не знаю, когда я выложу. Либо я выложу во вторник, то есть сегодня, мне нужно смонтировать это, но посмотрим. Или же я выложу его завтра, то есть в среду, и тогда следующий ролик выйдет в пятницу. То есть у меня либо выйдет ролик, если вы видите, что этот ролик вышел во вторник, значит следующий ролик, вот про английский, выйдет в четверг. Если в среду, то, соответственно, ролик следующий выйдет в пятницу. И вот еще хотел вот сказать, то что, блин, это просто, вот знаете, ну, наверное, если те, кто смотрит меня хотя бы несколько роликов, наверное, слышали хотя бы от меня там я мог сказать, что я пишу свой сценарий, вообще свой сериал, там, это. И вчера я реально, вот знаете, это просто вот это вот, можно сказать, тема лично раскрывается. Когда я просто сижу, я даже не, слегка прям, это, знаете, такое
Не потому, что я как-то устал, нет, я не устал, но просто, знаете, как это... чуть иногда поднервничаю, что я там в каких-то играх что-то не сделаю. То есть я хочу там какую-то игру там пройти или что-то сделать, а я не успеваю. И вот, ну это такая, типа, не потому что я устал, а просто, типа, вот, не могу, я не успеваю. И вот, блин, я думал, я понял, нет, не уменьшать. Я уже обсудил, и через, наверное, месяца полтора, то есть, ну, где-то к середине июля, наверное, где-то так, я пойду на еще одни курсы по сценаристу. То есть я, ну, по режиссерству. То есть я хочу стать еще и режиссером. Это, ну, прикольно, потому что, ну, мне нужно идти на эти курсы, как минимум, хотя бы плюс-минус базу знать, как писать сценарий, потому что пока я просто пишу, типа, да, я пишу там диалоги, да, я там пишу, как эмоции там ставить, но все же мне нужно как минимум более-менее профессионально знать, как писать сценарий. Дубль, так вот, а я на этот ролик, понятное дело, не рассчитываю, потому что, ну, все же в этом ролике я просто болтаю, тут даже я никакое правило не объясняю, тут даже никакие новости, тут даже ничего такого делаю, просто сижу болтаю, но тем не менее. И что хочу сказать, что, ну, в принципе, да, так иду. Спасибо, что ну, у меня, кстати, у меня уже подписалось 36 человек, а для меня, по-моему, 2 или 3 человека за ночь не подписалось. Я такой просыпаюсь, захожу, а у меня там на 2-3 подписчика больше. Прикольно. И, кстати, еще что хочу сказать, что, да, ролик про Мистер Биста уже все, стал популярным. 850, по-моему, просмотров, что-то такое. Ну, память на телефоне закончилась. Ну, в общем, спасибо, что посмотрели меня. Спасибо, что подписываетесь. Реально, это очень классно. Ну, я, реально буду стараться там 4 иногда ролика в неделю вкладывать. Просто проблема в том, что я еще не знаю, как это делать в плане того, что вот, знаете, вот сейчас у меня 3 ролика в неделю происходит. Да, там сейчас, кстати, пока у меня слетело, можно сказать так, расписание четко. То есть я выкладываю 3 ролика в неделю, но это вот неравномерно, то есть оно всегда то там в одной неделе в среду выкладываю, то на другой неделе во вторник. Но не суть. Но 4 ролика в неделю, просто это нужно будет в какой-то, значит, день подряд выкладывать ролики. Я подряд не знаю, просто хорошая эта идея не подряд выкладывать ролики. То есть даже не давать один день передышку, типа, не то, что себя, я имею в виду даже роликом, то есть, что мне как-то устоялись там, и просто сразу же выкладывать. Ну, в общем, да. Спасибо, что смотрели меня. Продвигаюсь. И пока.